Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Раз, два, три, Клей. Меня зовут Надежда Елькина, и сегодня я предлагаю вашему вниманию видеоурок по созданию яркого и красочного браслета из полимерной глины. Для работы понадобится полимерная глина, гель, ролик или паста-машина, лезвие, моделирующий инструмент, стеки-дотсы с шариками диаметром 3, 2, 1,5 мм, проволочная щетка, суперклей, шлифовальная бумага и форма для запекания браслета, например, жестяная банка подходящего диаметра. Для начала необходимо изготовить основу браслета. Я выбрала для нее глину черного цвета. Разминаю глину и раскатываю ее в пласт толщиной около 2 мм. Отрезаю от пласта ровную полоску. Очень удобно резать глину по линейке. Снимаю линейку, удаляю остатки глины и обрезаю неровные края. С помощью проволочной щетки набиваю текстуру. Текстура будет на внутренней стороне браслета, и впоследствии это избавит от длительной шлифовки и полировки внутренней поверхности. Оборачиваю полоску вокруг формы. Еще раз повторюсь, что поверхность с нанесенной текстурой должна быть с внутренней стороны. Чтобы стык получился ровным, слегка прижимаю края внахлёст, затем отделяю край и срезаю глину по отпечатку на внутренней стороне. Стык аккуратно заглаживаю моделирующим инструментом и отправляю основу браслета в печь на 15 минут. Запеченную основу разрезаю, держа лезвие под углом 45 градусов к поверхности браслета. И аккуратно отделяю глину от банки. Срез смазываю клеем и сильно прижимаю на несколько секунд. Для большей прочности браслета добавляю еще один слой глины. Смазываю основу гелем, тщательно распределяю его по всей внешней поверхности и оборачиваю браслет полоской черной глины толщиной около 1 мм. Лезвием аккуратно срезаю лишнюю глину по краям. После этого снова запекаю браслет. И теперь шлифовальной бумагой можно убрать неровности по краям и с внешней стороны. Шлифую сперва грубой бумагой с крупным зерном номер 600, затем перехожу на 800 и 1000. Теперь приступим к самому интересному.
Для создания ярких радужных кружочков понадобится мягкая глина ярких цветов и стеки доцци. Глину раскатываю в небольшие тонкие колбаски. Нарезаю их на кусочки. Кусочки понадобятся как большие, так и совсем крошечные, поэтому не стараюсь резать ровно. Крупный кусочек слегка скатываю в шарик и прижимаю его к рабочей поверхности. Дотсом диаметром 3 мм продавливаю в глине углубление. Следующий шарик кладу в углубление и также придавливаю дотсом. Таким же образом прижимаю крупным стеком несколько крупных шариков. Затем выбираю кусочки уже поменьше и перехожу на дотс диаметром 2 мм. Совсем маленькие шарики прижимаю стеком с головкой 1 мм. И получается вот такой полосатый кружок. Придавливаю шарики ровно посередине, чтобы получившиеся окружности не смещались от центра. Напомню, что глина должна быть мягкой. Выбирайте сорта софт или размягчите глину, смешав ее с гелем или специальным умягчителем. Таким образом можно делать как большие круги диаметром 3-4 см, так и совсем маленькие, состоящие всего из 2-3 полосок. Для маленьких кружочков использую мелкие шарики и, соответственно, тонкий стек. Итак, я подготовила достаточное количество кружков разных размеров, и теперь можно оформлять браслет. На смазанную гелем основу вклеиваю вначале крупные кружки, затем пространство между ними заполняю средними и мелкими кружочками. Вот что получается. Уже почти все промежутки заполнены, и работа близится к концу. Оставшиеся цветные колбаски нарезаю на мелкие кусочки и скатываю их в шарики. Заполняю этими шариками оставшиеся промежутки между кругами. Прижимаю шарики к поверхности браслета дотсом диаметром полмиллиметра. И после этого отправляю браслет в нагретую печь на 30 минут. А вот и итог. Ставьте лайк, если понравилось видео, задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем творческих успехов и до новых встреч!